Друзья, всем привет! Продолжаем тему видеонаблюдения. И сегодня в этом видео я хочу рассказать вам про топ-5 моделей, которые мне больше всего понравились именно из бюджетного сегмента для видеонаблюдения. И сегодня подробно об этом. Поехали! Само видео будет не о том, какая камера хуже, какая камера лучше и так далее. То есть это будет не рейтинг там с первого по последнее место. Нет. Я хочу рассказать конкретно про 5 моделей, которые я использую именно для себя, у себя дома, у себя на даче, у родителей, скажем так, для собственных нужд. И именно на этих моделях я для себя остановился. На мой взгляд, это одни из самых лучших бюджетных решений на рынке. А если вы впервые на канале, то можете перейти вот по вот этой вот ссылочке на этот плейлист, и на все вышеперечисленные модели, да и на многие другие в этом плейлисте будет много-много-много разной полезной информации как по настройке, так и разного рода обзоров. Заходите, знакомьтесь, будет интересно. И первая камера, про которую я хочу рассказать, это вот такая вот модель под названием A8B. Они еще есть под маркировкой A8, просто в белом корпусе, но суть от этого не меняется, внутрянка там абсолютно одинаковая. Эта камера попала мне в руки 4 года назад. Это была первая камера, которую я купил на AliExpress. Самая простая камера на 2 мегапикселя и с одним поворотным объективом. И я вам хочу сказать, что если вам нужно какое-то видеонаблюдение просто вот повесить на пороге, и камера будет смотреть там перед собой, буквально на дверь или там 5-10, максимум 15 метров вдаль, этого выше крыши. Эта модель прям эталон использования самой простой, обычной, недорогой бюджетной камеры. В ней есть все. И обратная связь, микрофон, динамик и инфракрасная подсветка камера отлично видит в темноте. И обычные светодиоды, она может как прожектор освещать в темноте улицу. В камеру ставится флешка до 128 гигов, вся информация пишется непосредственно на флешку. Если настроить, то можно еще отправлять фотографии и куски видео удаленно на FTP сервер, камера подключается к компьютеру, камера управляется удаленно со смартфона и питается она просто от 12 вольт, передавая сигнал для удаленного управления по Wi-Fi. Управляется все это дело удаленно вот в таком вот приложении ITC с мобильного телефона. Здесь можно выполнять абсолютно все нужные нам команды и просматривать и настраивать данную камеру. Также ее можно подключить к компьютеру и посмотреть там всякие разные фишки, которых нет в приложении, такие как FTP и электронная почта. Все настраивается именно уже через компьютер. Камеру эту мы повесили у себя на даче, и она верой и правдой отслужила нам вот так вот под небольшим навесиком почти 3 года, даже чуть больше. За все это время камера ни разу не проглюкнула. Все это время, пока она висела, мы удачно следили за своей дачкой, чтобы никто ничего не спер, да и в целом, чтобы все было нормально и аккуратно, не сломал ли там ветер крышу и так далее. Камера работала абсолютно в разных погодных условиях. И в дождь, и в морозы, и в снега, и в бури, и в жаркое знойное лето. 3 года она отработала нормально и в дальнейшем просто была заменена на более интересную модель с обзором на 180 градусов. А так, камера просто супер. Для минимальных требований, чтобы просто смотреть, что у вас происходит на участке, такая камера самый отличный бюджетный вариант. Следующая модель, про которую я хочу рассказать, носит индекс N4, и это вот такой вот интересный крокодил. Камера с двумя объективами, с двумя камерами, которые смотрят в разные стороны на 90 градусов. Далее программное видео слепляется в одно, и тем самым мы имеем картинку панорамную на 180 градусов. На самом деле очень интересное решение, и именно этой моделью я заменил предыдущую камеру у себя на пороге на даче. Потому что вот если мы посмотрим для сравнения, вот так вот выглядит видео с камеры предыдущей модели A8B с одним объективом. Как видим, все отлично видно, все нормально, камера справляется, перед собой на ворота и калитку смотрит, но что во дворе происходит, не видно. А вот эта камера видит полностью, как мы видим, все то же самое, дверь, ворота и калитку, и видит также практически еще весь внутренний двор перед домом. И при этом не надо вертеть поворотным объективом, все видно на экране сразу, пишется сразу. В этом и плюс данной модели. То, что крутить постоянно туда-сюда поворотный объектив не нужно. Камера и так полностью просматривает весь двор. И это очень крутая ее фишка.
Эта модель точно так же удаленно управляется из приложения iTCE и имеет абсолютно точно такой же функционал, как у первой камеры, но, опять же, напомню, с обзором на 180 градусов. Ее также можно подключить к компьютеру, но при этом получить немножко такое сжатое изображение, потому что программа пытается уравнять картинку. Но это не важно. Важно, что камера снимает, опять же, на 180 градусов вокруг себя, и это ее основная фишка. В этой камере также присутствуют все основные доп. Настройки, такие как отправка на электронную почту фотографии, отправка куска видео и фото на FTP сервер, поэтому по прошивке здесь все упаковано достаточно хорошо. Тоже имеет как дневное, так и ночное видео с инфракрасной подсветкой, питается от 12 вольт и подключается к сети либо по Wi-Fi, либо по LAN кабелю. Очень классная модель, пользуюсь ей до сих пор, рекомендую. Следующая очень интересная камерка – это камера под названием A8Q либо QB в черном исполнении. Это вот такая вот прикольная вещь с верхним стационарным объективом и нижним поворотным. То есть опять же на одном устройстве мы имеем гибрид, две камеры в одной. Одна смотрит постоянно в одну точку, а второй уже можно поворочить влево и вправо, если это необходимо. Ну, также вверх и вниз. Это, кстати, очень полезно относительно камеры на 180 градусов, если у вас надо смотреть в разных плоскостях. Допустим, камера на 180 градусов смотрит вокруг себя панораму, ну, только в горизонте. А здесь вы можете смотреть условно вниз и куда-нибудь там вверх. И тогда это очень удобное решение. Данная модель, как и две предыдущие, точно так же подключается по Wi-Fi к интернету и управляется удаленно, либо подключается по LAN кабелю. В нее ставится одна флешка именно в нижний объектив, и на эту флеш-карту записывается изображение точно так же сразу с двух камер, и все это слепляется в один видеофайл. Камера обладает инфракрасной подсветкой, причем на верхнем и на нижнем объективе каждый свой, чтобы направлять их в разные стороны, и своим набором обычных светодиодов. Точно так же можно использовать как прожектор, один и второй объектив. Вот так вот выглядит управление данной камерой в мобильном приложении. То есть верхняя картинка у нас стационарный объектив, она постоянно смотрит в одну и ту же точку, а нижний мы уже можем управлять, крутить его влево-вправо, вверх-вниз, как нам угодно. Направлять туда, куда нужно. Камера также имеет возможность подключения к компьютеру, как видим, картинка слепленная и разделить ее нельзя, и обладает рядом очень интересных настроек. В ней точно также можно настраивать отправку скриншотов на электронную почту, либо на FTP сервер скриншотов и кусков видео. Это очень-очень полезные функции, я считаю, без них в принципе никак. Для примера вот еще картинка с данной камерой в кромешной темноте, глубокой ночью. Как видим, весь двор на 30 метров вперед проглядывает абсолютно отлично. Никаких вопросов. Поэтому, если не хотите покупать несколько разных камер, чтобы смотреть в несколько мест, пожалуйста, это очень классное решение этой проблемы. Камера очень хороша и также работает у нас на участке уже порядка 2 лет. Следующая очень интересная наша модель имеет индекс P3SB. И в данной камере, как мы видим, один поворотный механизм, но прям в него встроено две линзы, два объектива. Здесь уже есть другая хитрость. Данная камера предназначена именно для просмотра вдаль. Картинка у нее будет одна. Она точно так же подключается по Wi-Fi к интернету, управляется удаленно через интернет, либо по LAN кабелю. Имеет инфракрасную подсветку, причем достаточно мощную, и обычные светодиоды. Точно так же, как и в предыдущих моделях, здесь присутствует и обратная связь, микрофон, громкость, датчик освещенности. Камера пишет на встроенную флеш-карту, но у прошивки есть возможность также настройки электронной почты и FTP сервера. Но основной ее фишкой является именно возможность хорошо смотреть именно вдаль. Вот, к примеру, отсюда до сарая, если верить Google картам, примерно 25-30 метров, я уже точно не помню. В общем, немало. И если мы посмотрим в мобильное приложение по данной камере, что мы увидим? Мы можем повращать влево-вправо объектив, посмотреть, что же у нас происходит вокруг, так как, напомню, камера это поворотная.
И в принципе в данном виде она выполняет абсолютно все те же функции, как и самая первая наша камера А8 либо А8B. Но у нее есть фишка, второй объектив. И если мы будем зумировать изображение, то вот что можно, к примеру, увидеть. Данная камера имеет зум, цифровой зум в 8 крат. 8-кратный цифровой зум. Причем первый объектив приближает в 4 раза, и второй объектив, она на него переключается, он с другой линзой, он приближает еще больше. Вот ее основная фишка, если хотите посмотреть именно вдаль. В данный момент эта камера висит у меня в деревне на сарае, и пользуюсь я ей уже, опять же, 3 года. Камера отлично себя показала, ее немного прикрывает крыша, вот так вот она отлично видит в темноте, и все 3 года она трудится у нас в деревне, на открытом воздухе, также в мороз, в солнце, в любую погоду, и отлично себя чувствует. Ну и вот еще, кстати, пример зума в ночное время. Как я уже сказал, камера обладает инфракрасной подсветкой. На улице кромешная тьма, и как видите, она отлично просвечивает весь двор инфракрасной подсветкой на тех же самых 30 метров. И меня вполне видно на лавке. Поэтому вдаль двор можно вполне хорошо контролировать. Рекомендую. А следующая модель поможет нам освободиться от розетки, ведь все предыдущие модели у нас запитывались от 12-вольтового блока питания, который работает от обычной 220-вольтовой розетки. Это камера с солнечной панелью, я ее повесил с обратной стороны сарая, и такая камера висит у меня уже тоже 2-й год. И я вам хочу сказать, в нашем не самом солнечном климате Республики Беларусь, данная камера без остановки работает уже 2-й год. Я ее повесил и ни разу не снимал, не заряжал. Но здесь сразу нужно говориться об одной вещи. Камера классная, висит, работает, у нее есть датчик движения, она пишет по датчику движения, но на постоянной основе она не записывает. И вот это ее основной минус. В ней также нет функции FTP и отсылки на электронную почту, то есть там уже все это дело подрезано, все заточено именно на энергоэффективность. Камера пишет только тогда, когда в радиусе действия ее датчика появится, некий объект, допустим, мимо будет проходить человек. Также камерка на постоянной основе, к сожалению, не записывает. Камера эта на 2 мегапикселя, качество съемки у нее вполне себе нормальное, то есть мы вдалеке, конечно же, не разглядим лицо или что-нибудь в этом роде, кто же там ходит, но все же мы будем знать, что кто-то по участку у нас ходит и кто-то мог туда залезть. Я, к примеру, ловил на видео не только себя, косящего газонокосилкой, но и косулю, и пролетающих разного рода птиц. Поэтому, если у вас поблизости нет никакой розеточки, нет электропитания, где бы можно было бы зацепить данную камеру, то, пожалуйста, камера с солнечной панелью – отличное решение этих целей. А в интернете продаются даже камеры не только на солнечных панелях, но еще и с 4G интернетом. Симку поставили, от солнца, грубо говоря, запитали, и вот у вас видеонаблюдение в чистом поле. Правда, не дешевое, такие вещи стоят достаточно дорого. Камера точно так же у нас пережила уже и достаточно сильные непогоды, и водой ее заливала косым дождем, но работает, работает и работает 2-й год. И, повторюсь, еще ни разу не разрядилась. Прикольная штука. Ну вот как-то так, дорогие друзья. Думаю, обо всем рассказал достаточно подробно. Ссылочки на все эти модели, конечно же, будут в описании. Не забывайте, скоро 11 ноября, день распродаж на AliExpress, и если вы хотите сделать у себя такую вот бюджетную систему видеонаблюдения, то самое время затариваться. Ну вот как-то так. Кому было полезно, ставим лайки, подписываемся на канал, заглядываем в описание, а мы продолжаем. Всем пока!